Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Сегодня 30 декабря. Это день образования Советского Союза, нашей общей родины. У меня тут легкие такие ремонтные условия, но вот я соорудил из подручных средств, видите, из копии уникального гобелена такого. Ну, в общем, я напоминаю о наших истоках культурных, откуда мы произошли. Тут дело не в коммунизме, не коммунизме. Это наша античность. Я предлагаю всем к нам относиться, вот это как Лимонов, постоянно покойный, вечная память ему, харьковский, кстати, по происхождению писатель. Вот, он всегда говорил, что нам нужно относиться к Советскому Союзу как к Древнему Риму. Но это частный случай. Я предлагаю более широко, как нашей античности, потому что те культурные высоты, а особенно в той части, которую мы постоянно разбираем, то есть дружбы народов, взаимопонимания, взаимоуважения, мы ушли в пещеры. Вот по сравнению с нашими советскими античными предками. Да? Во всем. Начиная от культуры обсуждения, да, и заканчивая интересом друг к другу. Посмотрите, как наши предки перемещались. Ну вот, если вы посмотрите, например, я часто бываю, вот когда в Евпатории пишу книги и покупаю, захожу во всякие, старую литературу. И, например, расписание движения пароходов пассажирских Черноморского морского пароходства в 60-х годах. Наши предки активно ездили. Грузия, Украинская ССР, побережье Краснодарского края, автономные республики грузинские, Абхазия, Аджария, свободное перемещение и куча рейсов. Поэтому мы деградировали и во многом не понимаем, во многом вот украинская трагедия, которую мы разбираем, потому что мы перестали понимать друг друга. А чтобы понять, надо в том числе обратиться к опыту наших предков, которые активно ездили друг к другу. Достаточно посмотреть расписание любого областного аэропорта в 70-е годы. Черниговского, Ивано-Франковского, Луганского. И увидеть, как люди активно перемещались как между республиками, так и внутри собственных регионов. А мы заперлись в наших пещерах, поэтому будем с этим бороться. Да, пещерная, конечно, жизнь, и пещеры темная, страшная, сквозит там. И война, да, и новые, скажем так, поводы для эскалации. Будем все обсуждать, вот этот такой феерический финал 25-го года, обсудим вообще, что он нам преподнес. Я всех приглашаю на канал Семена Уралова, и Телеграм, и Ютуб, ссылки в описании. У нас такая предновогодняя встреча, и вы знаете, большой соблазн есть, да, броситься в эти все потоки новостные сегодняшние. Мы обязательно это сделаем, но я все-таки хочу поддержать ваш дух, да, начало разговора, как Ипполит говорил, потеряли дух авантюризма, перестали лазать в окна к любимым женщинам. А давайте попробуем понять, если отбросить всю вот эту, скажем так, пену, да, 25-й год, как вы считаете, приблизил окончание войны или сделал ее, ну, вот такой, знаете, такой непостижимо невообразимой в понимании своего завершения? Я считаю, что в 25-й год подвел черту под огромной иллюзией, которая зародилась после перехода СВО 1.0 в стадию СВО 2.0. Это после... Теперь-то мы понимаем, что это была передислокация или тактическое отступление из харьковских регионов, из правобережья. Вот иллюзия о том, что, во-первых, кто-то поддерживает действительно Киев, а не инвестирует в биореактор. Здесь надо просто очень четко разделять. То есть, то, что продавали как евроатлантическую солидарность, о том, что путь Украины в Европу идет через войну с Россией. Ведь уже до этого же договорились. Да? Я напоминаю заблуждение 23-го года. Кто-то в ходе контрнаступа собирался уже делить Россию. И последнее заблуждение с этим было связано. Это, конечно же, кровавая авантюра с заходом в Курскую область. Ведь освобождение же произошло только в 25-м году. А вот заход в Курскую область, рейд, налет, можно разными словами называть, но он подпитывал еще чуть-чуть вот эту иллюзию, да,
что вот мы можем, и это вот самых радикальных, кровавых, я их называл еще кровожадные кликуши. Есть такое интересное русское понятие кликуша, мы почти сейчас не употребляем, а я вот рекомендую поизучать, что это такое и почему таких людей даже выгоняли, например, из деревень. Да? Ну, это вот такие неприятные были очень люди. А вот кровожадные кликуши, которые возникли, легализовались на постукраине в 2004 году, я вам скажу даже, кто был первый кровожадный такой кликушей. Был такой деятель Третьяков из окружения Ющенко. Он, кстати, даже похож внешне как-то на Ермака был. Да? И вот он сделал важнейшую провокацию о том, что, видится, русский спецназ собирает разгонять первый Майдан 2004 года. И это ну, прямо была патриотический подъем, а потом он сказал, ой, вы знаете, имелось в виду, что спецназ будет из восточных регионов России, а там очень много русских. Ну, то есть, это на минималочках было проделано, как потом такое же кровожадное кликушество в Буче из уст Денисовой. Кстати, вообще этнически коренной русской, прям русачкой такой, да. Родилась она где-то же в России, а выросла потом в Крыму, да. То есть, вообще, ну, не этническая даже украинка. И вот эта иллюзия, она подпитывалась, понимаете, да, вот такими кровожадными кликушами. Но после выдавливания из Курской области мы же увидели, что уже часть и Сумской области начинает превращаться в эту зону отчуждения. И вот эта иллюзия, она наконец-то развеивается. Но так как политические процессы, которые заквашивались годами и десятилетиями, то года, конечно же, недостаточно для того, чтобы окончательно лишиться этих иллюзий. Но я надеюсь, что следующий год он подведет черту еще под рядом иллюзий, вот, особенно связанных с единством в евроатлантическом лагере. И тогда очевидность биореактора будет понятна уже всем, что их цель просто продолжать эту войну, и никакой другой цели нету. Нужно, чтобы просто индейцы взаимоистребляли. Вот и все. А по поводу иллюзий очень интересно выглядят вот эти авторшоки, да, как они как бы раздаются после ну, вчерашних достаточно бурных, скажем так, эмоциональных вещей. Речь идет об ударе по резиденции Путина. Трамп поговорил с Путиным, и Путин Трампу об этом поведал. Это сопровождалось параллельным как бы, информационным сообщением Лаврова. И потом ряд стран, Моди написал, не называя Украину, там Арабские Эмираты осудили подобные удары по резиденциям. Сам Трамп с Беньямином Нетаньяху, когда стоял, говорит, что одно дело как бы обзываться, ну, ругаться друг с другом, там вот это вот все, да, то есть, а другое дело вот поступать так, я там ничего не знаю об этом, я проверю, ну и так далее. Мы с этим живем уже условно там, ну, скоро будут сутки, и российские оппозиционные издания там побежали на Валдай, в общем, никто ничего не видел, не знает. Дальше там так или иначе, эдак, в общем, Песков говорит, что нет никаких доказательств, 91 дрон летел. Украина это опровергает. И говорит, что это исключительно для того, чтобы у Москвы в военном смысле или каком-либо другом были развязаны руки. Военная история тоже очень принципиально важна. Уже сейчас вовсю кричат о том, что Орешник куда-то полетит, а возможно ядерное оружие будет применено. Ну, в общем, как бы таким образом это все нагнетается. Но мы-то понимаем с вами, мы неоднократно встречались в уходящем 25-м году, что это тоже такие спецоперации. Да? Было, не было, да какая разница? Факт остается фактом. На политическом уровне мы видим официальное заявление Лаврова. Изменилась переговорная позиция России. И, внимание, теперь нужны выборы, мандат и потом мирное соглашение. То есть это абсолютная ясность. Это вот тот крах иллюзии, о котором вы говорите, потому что вот если в начале года мы об этом могли бы с вами рассуждать, это говорят, да это какие-то вот эти все трепачи, да это какие-то вот эти политологи, а это заряжены под Россию, а эти под Украину, а эти там проамериканские. Короче, стало все ясно. То есть можно как мальчик тут выкрикнуть «король голый», понимаете, а легитимный Зеленский, нелегитимный. Ну, то есть вы помните, на протяжении года эти все дискуссии, баталии, конституция и так далее. Все, сейчас, в предпоследний день 25 года, мы имеем
политическую реальность следующую. Или Зеленский, или не Зеленский. В общем, Украина выбирает себе руководство, и с ними будут подписывать мирное соглашение, или как бы воюем и воюем. Как вы оцените происходящее вот буквально, правда, за там, сутки, ну, двое, если присовокупить еще, конечно, разговор Трампа-Путина и встречу в Мар-а-Лаго с Зеленским? Ну, давайте разделим часть фактологическую и часть, связанную с интерпретацией. Фактологически. Важно лишь то, что об этом ударе сообщили в ходе переговорного процесса. Потому что я напомню, когда был удар дроном по Кремлю? Когда? Сколько лет назад? Что тут удивительного? То есть подобные попытки предпринимались. Мы же говорим сейчас о попытке атаки на первое лицо государства. Да? Вот это уже было, причем сколько было об этом радости, перемоги сколько было. И никто не скрывал, наоборот, об этом хвастались, правильно? Теперь возьмем вторую фактологическую часть. Ведет ли Киев террористическую войну по уничтожению тех, до кого он может дотянуться в плане начальников, да, разного уровня, и политических, и, скажем так, военных. Вот недавно теракт, потом, я напоминаю, там у Рогозина во время празднования дня рождения было попадание, да, сколько лет назад было. И, кстати, не пожалели ракету, эту высокоточную, для того, чтобы убить оппозиционера Херсонского, инвалида. Помните, да, украинский политик, вот, один тоже из первых погибших. То есть Украина ведет такого типа политику. Это факт. То есть и в этом смысле бессмысленно отрицать, что такого рода удары уже наносились. Но внутри этого факта есть теперь интерпретация. То есть важно, что это все разгонялось, активно поддерживалось со всех сторон. Мы видели, что это прям не просто информационно. Это вот то, что я через профдеформацию когнитивных войн, да, всегда разбираю. Я предлагаю выделять именно когнитивный удар. Это когда информация не просто направленная, да, но она очень усилена именно психологическим давлением со всех сторон, и ты не можешь от этого удара уже никак не видеть его, да, то есть ты не можешь спрятаться. И это, конечно же, очень серьезный когнитивный удар по команде Зеленского, по ОПГ-95 квартал, потому что оно срывает, так сказать, покрова. Там же в чем ведется игра? Мы же уже тоже установили в этом году, что Зеленский тянет время для того, чтобы дождаться пересменки власти в США. Делают они это совместно с европейскими политиками и изображают из себя, это называется косить под дурачка. То есть они при этом, да, в принципе мы не против этого, и не против этого, и не за, вот понимаете, да. И вот эта вот байда, она же тянется уже сколько? Год, весь этот год. И вот теперь, конечно же, такой когнитивный удар, когда он о чем-то там, какие-то референдумы рассуждает, еще что-то, как будто никто не понимает, в какую игру он играет. И вот в этом смысле, конечно, команда 95-го квартала пропустила. Именно в медийной части. Да, мы же понимаем, что это не военная угроза. Это в первую очередь вот большая когнитивная война, в которой Зеленский, напоминаю, отыгрывает царя Леонида из 300 спартанцев. То есть вождя, который, значит, защищает всю Элладу от вот этих диких персов. А тут оказывается, что это просто новое издание Бандеры, Коновальца, и прочего, в общем-то, наследия украинского терроризма, который достаточно богатый. Поэтому будет еще удивление, когда в Штатах почитают идеологов украинского национализма, увидят то, что это узаконенный терроризм, легальный. Например, там «Душа москаля», работа Донцова, мелитопольца, да, уроженца, русского, в общем-то, человека. Там, в общем-то, все понятно. Так что маски, так сказать, срываются для западной аудитории. Но, как правильно Кость Бондаренко вам этот тезис постоянно напоминает о том, что у Зеленского и его команды главные критерии оценки собственной эффективности
Это аплодисменты, похвалы и деньги. Ну, то есть, ну, как артист, да, то есть, нужно, чтобы были аплодисменты и деньги в кассе, билеты раскупали. Только западной аудитории. Причем западной аудитории то, что называется политических элитах, да, то есть, высшей прослойки. Ну, а как бы мы-то давно знали, что такое бандеровщина, никого ты этим не удивишь. Вот. И в 2014 году сколько руководства ДНР и ЛНР разного уровня погибло в ходе подобных терактов, да? Ну сколько? Нет, ну Вот. они же, смотрите, тут же разница большая. Там же вроде как сепаратисты, террористы и вот это вот все, да, то есть Россия их не признавала за своих, Украина против них боролась, и тут можно было как бы, да, ведете переговоры с террористами, не ведете. Здесь Ну тут немного можно было другая... включить ПУЦПУ а-ля Израиль, да? Что это вот Да, газ да, так вы, можно уничтожать. Но Так оно вы же работало, да. видите, так вы же видите, что и сейчас мы очень много берем от газы. Ну, пейджеры не взрываются только что, да, ну, хотя это, наверное, как бы, ну, Но в Луганске взорвалась колонка, оторвала мужику ногу, оттуда играл Океан Эльзы, он ее как бы пнул, ну расчет был понятен на возмущение. да, Ну, совсем недавно такой случай был, всем да, то недавно. есть, Вот чем это отличается? Ничем вообще. смотрите, так а что сейчас с переговорным треком? Вот вы говорите расчет на западного зрителя, ну, Трамп высказался. Причем это вот-вот-вот, сразу после встречи. Еще, грубо говоря, не остыли стулья под мягкими тканями Зеленского в Мар-а-Лаго, а уже вот такое, понимаете? И они же договорились потом, там же тоже история. Если бы Мар-а-Лаго прошла бы с какими-то итогами, ну, можно было бы тогда, ну, все уже, ты не пересмотришь ничего. А также вот эта встреча была, ну, такая, буфонада. Выходил Трамп, поиздевался над Зеленским, вот это вот все, то есть там вы хорошо покушали, нехорошо покушали. То есть меня интересует, а какие перспективы? Вот что внесла эта ситуация? Да, тут опять-таки, можно верить, можно не верить, но ситуация изменилась. Как тогда она будет разворачиваться в переговорном треке с изменившейся позицией России? Я не считаю, что ситуация изменилась. Я считаю, что ну вот, иллюзии, когда развеиваются, это вот фальш-панели. То есть ситуация это всегда ну, в действии происходит, да, потому что у ситуации есть предыстория, как она ну, как бы происходила, ну, как конфликты закручивались, как позиции сторон. Особенность позиции США и особенно Трампа, она же была какая? Я не я и лошадь не моя. Такой, это ж при мне войны бы не было. Ну как, давайте, что такого, сейчас все порешаем. Ну вот включают дурака, да? Ну, в истории же есть ну, предыстория. И в этом отличие позиции России от всех сторон, кстати, да? В том, что она была, эта позиция изначально исторической. То есть, почему не надо трогать Донбасс? Потому что это наши общие регионы, да, в рамках одной большой страны формировались, которые. И делать из них сепаратистов, это, ну, как бы, это путь в никуда, куда он и привел, да. Это не естественные границы, которые появились после краха Советского Союза. Вот, это границы во многом естественные, как и границы между штатами. Американцам на этом плевать, потому что они относятся же как индейцы, да. Ну вот два племени конфликтуют, сейчас мы вот что-то там быстро порешаем. Нет, есть история вопроса. И вот наконец-то теперь, после вот этого ряда представлений, начинается вообще формироваться понимание, что у этого вопроса, оказывается, есть история. Конечно, и она же тянется давным-давно. Это же история, которая тянется с 93-го года, я напоминаю. Потому что сегодня вот еще раз день создания Советского Союза. Вот, и УССР, там же даже гимн УССР, он же теперь запрещен. Вот, все, его нету. А гимн это вообще-то самое главное, ну, то, что программирует человека. И вот как вот в Советском Союзе, сплотила навеки Великая Русь. То есть сразу всем объясняли, в чем фундамент культурный, да? Что все народы. А вот в украинском гимне же там как были строчки? Второй, по-моему. Ну, я сейчас посмотрю. Нам завжди у битвах за долю народу був другом и братом российский народ. Но об этом же нам предки напомнили, да? Что вот кто главный друг и брат за волю народу. Но у нас это все запрещено. И поэтому
в Штатах они и знать об этом не могли. У них же отношение как к коммунизму было, ну и вообще к нашему советскому прошлому, что наши народы находились в тюрьме. Вот. Ну, в общем, ужасно страдали, вот, ненавидели все это, что связано с нашим античным прошлым советским. И в 91 году вырвались на свободу. И вот она наконец-то наступила, эта свобода, где теперь, в общем-то, все счастливы. А потом в ходе, так сказать, уже как мы обрели свободу, начались какие-то проблемы между государствами новыми, да, и в ходе этих проблем получился конфликт между Москвой и Киевом, и так получилась украинская трагедия. Но это взгляд антиисторический, который, вот я говорю, вот здесь сейчас, это туннельное мышление, потому что сама Украина, ну теперь уже пост-Украина, она родилась в горнилах гражданской войны. И вообще все постсоветские республики, они рождены в ходе гражданской войны. И на Украине, как и вот в Украине и в Казахстане, были самые кровавые, ну, Средняя Азия, Казахстан, самая кровавая история гражданской войны. Там резали все друг друга, и потом каких усилий стоило нашим предкам все это как-то вместе между собой, ну, как бы, примирить, да, многие вещи. Я напоминаю, с чего начиналась украинская история. Там же прорвались так называемые национал-коммунисты. Скрипник, например, который потом застрелился. А никакие вырванные годы, пользуясь... Там же была власть, получается, советская. Что такое советская власть? Это сильная роль самоуправления. Ну, то есть, нам никто особо не указывает. И они под шумок начали измываться над кем? Над харьковчанами, над одесситами. Ну, вот это так называемая политика коренизации. Другой вопрос, что потом товарищ Сталин их расстрелял за вот эти перегибы, а тот же Скрипник самоубился. Но я рекомендую почитать этого Я романтика. Я, кстати, недавно перечитывал, наверное, цитаты у нас будут, о том, как вот эти национал-коммунисты себе видели ну, вот, возможности в рамках большой страны творить все, что хотят. Поэтому я говорю, история вопроса была. У нас даже внутри нашей большой страны, которую мы ценим и уважаем, были свои националистические заплеты. Но это факт. Они были. Но наши предки учились их решать невооруженным путем. Да? Ну вот, например, ну, притча во языцах, один из национальных мифов, это вот это расстрелянное Відродження, да, 60-х годов или еще. Не, Відродження это 30-е, а потом еще шестидесятники. Но это же был проект во многом прозападный. Ну, уже мы обращаем внимание, как их в той же Штатах, Канадах, как их, ну, как нашего Солженицына, понимаете? Разницы нет никакой. И вот в 90-е годы на все постсоветское пространство вернулись вот эти вот предатели, которые отсиживались в США, в Западной Европе, в Канаде. И их легитимизировали как новых героев. Поэтому история ответственности Запада за доведение бывших советских республик до гражданской войны лежит еще начиная с конца 80-х, начала 90-х годов. И эта история тоже имеет ну, свое исчисление. Поэтому нельзя вот так вот скандалить, вот решили, договорились. Нет, эти все авгиевые конюшни с национализмом, который дорос до нацизма, нужно будет вычищать. Ну, мы уже тоже говорили, ну, минимум 2 поколения. Ну, а как тут? По-другому не получится. Нет, ну смотрите, как бы если истолковывать ну, как бы ваше мнение по этому поводу, то тогда, ну, вообще можно сказать, забыть, и там, давайте война лет на 10, и вообще там как бы не расслабляйтесь и так далее. То есть, да, все будет вот в этом духе. Мы сейчас не имеем никакого повода закончить войну. Но смена руководства, о чем сегодня заявил Лавров, да, это уже, ну, хоть какая-то подвижка к чему-то. Как вы оцениваете, да, вот одни на протяжении года говорили, ну, типа, ну, не будет Зеленского, ну, господи, да, ну, будет туда другой предводитель и, в общем, человек, который будет руководить вот всем тем, что есть, да. Другие говорят, да нет, Зеленского, если снять, то быстро все протрезвеют, туман как бы развеется, пелена с глаз упадет, и нормальный человек, который заходит, ну, он не зайдет в это. То есть, если переизбрать и придет, условно, вручить булаву кому-то другому, то тот
быстро, моментально закончат войну, договорятся, разрулят, потому что, ну, ему, простите, еще там 4-5 лет или сколько там будет, мы уже не знаем после срока Зеленского, да, ему еще страной руководить. То есть здесь же мы подходим к изначально очень важной, изменившейся российской проактивной позиции. Не только в военном смысле, где сейчас из Черниговской области приходит сообщение, эвакуация там, да, принудительная, из Сумской области, Днепропетровская область, расширены там населенные пункты, там удар по Одессе, еще какие-то вот эти ответы на вот удары по, или как бы дроны, которые запустили. Ну, кстати, к слову сказать, вот сейчас тоже 30 число, там ближе к вечеру, опять запускают дроны, об этом радостно говорят, и, понимаете, ну, это как еще один повод. Вы там по ядерной триаде летят эти дроны, все, там, можем ядерный ответ. То есть раньше Москва в эту историю не играла, а сейчас мы видим, что начинает. И как бы четко артикулированный посыл «меняй Зеленского, Украина», он же тоже на что-то рассчитан. Как вы думаете, поможет, не поможет позиция такая, да, в как бы достижении там целей или разруливанию ситуации? Ну и о Зеленском что думаете? Если его поменять, вы как бы, я вам даю такую вилку, это неблагодарная история, я знаю, но тем не менее, да, вот Зеленский или не Зеленский? Видите вы разницу или нет? Смотрите, Москва все-таки не совсем так формулирует. Она говорит, мы хотим говорить хоть с кем-то, кто представляет собой власть, ну, не самозахвачен. Потому что история с властью Зеленского в том, что сейчас он является классическим узурпатором. Ну, что такое узурпатор? Это не обязательно плохой человек. Разные бывали узурпаторы. Там, это не моральные характеристики. Это тип получения власти. То есть узурпированная. То есть самозахватом. Взять власть, полученная самозахватом. Да? Но этот самозахват держится. Ведь власть это же структура логоса, то есть логики, порядка определенного, да, то есть там очень мало пафоса. Вот. Но нынешняя власть, полученная самозахватом, то есть узурпацией, она держится исключительно на эмоциональной составляющей, то есть на пафосе того, что идет глобальная война с Россией. Вот она идет, и вот поэтому самозахват власти является легитимным, понимаете, да? И в этом смысле в Москве говорят, что мы в принципе не хотим иметь дело с самозахватчиком власти. Не имеет значения, Зеленский это, не Зеленский, какая разница. Вы вообще докажите, и тут в этом смысле логика Москвы, она в следующем. Мы хотим, чтобы власть, те, кто изображают из себя власть, доказали, что на постукраине осталось государство. Не имитация государства, как набора остаточных функций, которые поддерживаются на внешних вливаниях. Ну, разведка обеспечена британцами, финансирование общее. И как только, я могу догадываться, что это задумка аргумента, да, что как только вот иллюзия, эмоциональная, да, на которой построена легитимность власти, разрушится, то, что на Украине нету государства, станет очевидно всем. То есть это упадет еще одна ширма, да, вокруг которой, как это скорее всего может произойти. Первое. Отсутствие борьбы с внешним супостатом сразу же вернет украинскую трагедию в свое исходное состояние, а именно гражданской войны внутри. Мы же тоже установили, что украинские регионы участвуют сразу в двух гражданских войнах. В гражданской войне в рамках пост-Украины и в гражданской войне в рамках всего постсоветского пространства. Да? Ну, как эти парадоксы являются? Ну, с точки зрения Киева, жители Донбасса, да, это сепаратисты, вообще как бы недочеловеки, зманкурчена кацапская биомасса. Вот. А с точки зрения, это в рамках малой гражданской войны. А в рамках большой гражданской войны это наши, так сказать, сограждане, которые воссоединились с
большим народом, да, который живет вплоть до Дальнего Востока. И видите, то есть тут сепаратисты, а здесь, в общем-то, просто часть единого целого. И вот эта шизофрения, она же поддерживается только в том случае, если мы начинаем воспринимать э, легитимность, основанную на войне, как единственную возможную. То есть наша цель какая, говорят вот эти кровожадные кликуши, ну или нацифицированное меньшинство, мы должны выйти на границы 91 года. Например, да? Сколько эта формула жила? Очень долго. Но ведь любой адекватный человек понимал, ну какие границы 91 года? Ну это возможно только когда снова, так сказать, из Москвы будут управлять погранпереходами на Западной Украине. Судя по всему, таким и должен стать подлинный возврат к границам 91 года. Потому что государства на постукраине нету. В понятных нам ну, категориях. Да? Но это же стало понятно когда, я скажу, когда стало. После истории «Я не лох». Ведь дело в том, что Зеленский же пытался исполнить Минские соглашения. Об этом все, в общем-то, просто забывают. Был очень важный сюжет, когда работала группа Ермака Козака с нашей Мгм. стороны. И обсуждались, там в том числе была история же с проигранным судом. Вот, когда Киев добровольно фактически получил несколько миллиардов. Да? А логика же была какая? Не было большинства в Раде, и поэтому типа Минские соглашения не имплементировались. Но вот Зеленский сначала избрался, потом получил большинство. И, в общем-то, он должен был доделать это дело. Там же что нужно было? Принять ряд законов, изменений в текущем законодательстве, принять ряд других. И в том числе предоставить самоуправление более широкое ЛДНР. Но после первой попытки он же столкнулся с реальностью. Это было в теории все понятно, у него есть большинство. А на практике, на тот момент, уже нацифицированная часть, то, что называется ВСУ, ну, то есть вооруженных людей, вот, они уже чувствовали полностью свою самостоятельную власть. Вы помните историю «Я не лох»? Он же попытался вообще даже хотя бы завести разговор о том, что нужно уходить. Все, война заканчивается. И натолкнулся на то, что его власть была нелегитимна в глазах человека с ружьем. Именно в тот момент Зеленский сделал выбор, что он будет опираться на вот это вооруженное нацифицированное меньшинство во имя участия в двух войнах, малой и большой гражданской. Поэтому выбор был сделан давно. И все, что сейчас происходит, это последствия этого выбора, который лично сделал Зеленский получается, в каком? 2020 году. Поэтому мы катимся туда, куда катимся, а на новые Минские соглашения никто не пойдет. Поэтому, по всей видимости, спецоперация будет проходить по тому сценарию, который уже идет в 2025 году. А почему себя стала более, так сказать, уверенно вести Россия? С моей точки зрения, это связано с экономическим, а именно производственным контуром. Те изменения системные, которые были в сфере ВПК, вот, и именно производство внедряться, вот они к 2025 году вышли уже на рельсы. Мы же понимаем, что любое производство, экономика, оно имеет свои циклы. То есть сегодня мы выделили деньги на производство дронов, например, и только через 1,5-2 года мы получили уже загрузку всех складов. Вот судя по всему, это именно в 2025 году случился, то есть случился качественный перелом в структуре военной экономики, где Россия не только вывела производство внутри страны уже на военные рельсы, но в частности же в этом году орешник разместился в Беларуси. Ну, вот Правильно же? сегодня отчет сегодня показали. Ну, Что стали на конечно, боевое дежурство, да. это о чем говорит? Это говорит о том, что уже даже оружие с избытком мы можем нашим союзникам поставлять. Понимаете? Вот. Ну и, соответственно, в этом же году произошло испытание с нашими, как оказалось, самыми крепкими союзниками КНДР, Северной Кореи, да, еще как называют. Но это же было в этом году. Вот, посмотрите. А у кого еще в мире, давайте так скажем, в Евразии, вот у кого еще есть в Евразии союзник,
который готов воевать на твоей стороне прямо. Посмотрите, наши союзники по ОДКБ, они, ну, так сказать, помогают, но отстраненно. А КНДР, а почему она помогает? Почему именно корейцы помогают? Почему китайцы помогают обходить санкции? Потому что сегодня 30 декабря и день создания Советского Союза. Потому что наши предки, они вложились настолько, что еще этого авторитета нам хватает. Потому что в Корее прекрасно понимают, как появилась Корея, что отец-основатель, ну, вот, из Кимов, да, он вообще-то был советским партизаном. Он сначала отступил на территорию Приморского края нашего, там же была японская оккупация, да, очень жесткая причем. Вот. Потом он проходил в том числе политподготовку, и так появилась КНДР. Точно так же, как появился КНР, да, завершилась своя гражданская война. Только благодаря подлинной позиции наших предков, которые прокладывались на столетия. Понимаете, мы же не грабить решили КНР, потому что в истории последних лет Российской империи, тоже нашего отечества исторического, у нас были не самые лучшие примеры, да, потому что в оккупации Китая мы принимали участие, ну, в распиле легком, да, Манчжурия, так называемая Желтоссия, ну, откуда появился вообще проект КВЖД, вот, ну, как наши иммигранты оказались в Харбине, да, ну, потому что вот эта часть Китая, она была, в общем-то, отхвачена в том числе Российской империей. Ну, мы потом за это очень серьезно поплатились, вот, потому что начали вести себя как бледнолицые братья, как белые господа по отношению к Китаю. Но наши уже советские предки все это, в общем-то, исправили. И именно сейчас у России есть глобальный экономический тыл. Потому что, ну, это же, конечно же, украинские, ну, самооблученные, даже тронутые люди, кликуши по поводу всяких там чипов из стиральных машин и прочего. Да? Но если посмотреть на уровень именно технологического производства, мы видим, что все зависят от Азии. Вот. Безотносительно Россия, не Россия. Вот. Все завязано на Китай и на рынке Азии. И в этом смысле Китай занимает достаточно союзническую позицию по отношению. Потому что у него своя есть история. Буквально новости тоже сегодня, вчерашние и сегодняшние. Там же Тайвань окружили флотом очень серьезным, да, и Китай тоже готовил определенную свою модернизацию, и у России с Китаем, ну, на Тихом океане вообще постоянно проходят учения военно-морские. Плюс мы тоже как-то с вами разбирали арктическую повестку. Она уникальная, вот, потому что Россия обладает уникальными технологиями. И вскоре Китай будет в том числе свои товары перемещать через Северный морской путь. Поэтому в России проходит континентальная пересборка отношений с союзниками. Посмотрите с Индией какие отношения. Да? Пытались нефть запретить покупать Индии российскую. Ну, по-моему, индусы показали, так сказать, кто в доме хозяин. Да? Поэтому проходит глобальная пересборка. И я очень надеюсь, что то, что останется вот пост Украины, как это часто бывало, это было в прошлой гражданской войне, это станет передовой частью нашей будущей империи 21 века. Неизвестно пока до конца, под какими это будет флагами, но, в общем-то, это часто бывает, что в ходе этих испытаний рождаются, в общем-то, новые поколения. Только на это остается рассчитывать. Референдум – это хуцпа? Я считаю, что это единственный выход. Вот единственный относительно мирный выход. Потому что результаты этого референдума сразу же, если не понравится кому-то, они будут оспорены человеком с ружьем. И причем нацистом с ружьем. Вот. Ну, мы же видели судьбу людей, которые занимали альтернативную позицию. Вот позиция невинно убиенного Олеся Бузины, она же была распространенной. Это же не белая ворона он был. Он выражал позицию значительной части жителей бывшей Украины. И масса других людей. Ну, вот, например, мой давний знакомый, вот, тоже вечная память, ему земля пухов, Кирилл Арбатов, да,
во Львове, он был руководитель Русского молодежного братства. Ну вот его нашли повешенным еще в 2014 году. Что с ним произошло, как произошло? Профессор Масловский, о котором я вам рассказывал, в 1999 году был сброшен в пролет Брамы, как говорят во Львове, парадного, вот, личной клетки. Понимаете, политические убийства уже давно стали нормой. Я не говорю даже про коммерческие убийства, которыми славились все олигархи, да, политические убийства. И поэтому в референдуме что еще важно? В референдуме важно не только дать право голоса гражданам бывшей Украины, да, а еще и защитить право на достоинство человеческое. Потому что, как ты проведешь референдум в условиях угрозы своей жизни? Но это уже социологи многие фиксируют, и ваши собеседники это описывают, что отказы. Ну, кстати, один из ваших собеседников, это сейчас он стал такой борец с зелеными гнидами, да, а мы-то помним, как в 2014 году, что они делали с жителями Мариуполя, которые осмелились провести референдум, да, какая была жесткая зачистка 9 мая в Мариуполе, и как убивали, еще тогда это была милиция, которые забаррикадировались в городделе. Мы же это не забыли, всю партию Олега Ляшко, понимаете? Это многие люди. У нас тоже, которого, кстати, по бизнесу застрелили, один из лидеров правого сектора, да, этот Кива, да, по-моему. Вот, он же в Москву сбежал. То есть вот этих деятелей, которые не только кровожадно кликушествовали с 4 и 14 года, но и совершали конкретные уголовные преступления. Поэтому к этому референдуму еще нужен человек с такой дубинкой, который обеспечит волеизъявление. И не очень понятно, кто бы это мог быть. С моей точки зрения, в идеале, чтобы это была белорусская милиция. Вот, потому что она у нас одна из самых дисциплинированных. Белорусы занимают относительно нейтральную позицию, вот, во многом, да. И, если российская будет обеспечивать это, понятно, что претензии на, что все может быть отманипулировано, кто-то должен быть относительно нейтральным, но там жестко нужно всех этих пресекать. Ну, а приедут вот это всякие азовцы, еще что-то на участке. Представляете, что они будут делать с людьми? Поэтому к референдуму нужно, если к нему подходить серьезно, нужно отнестись с точки зрения того, что людей надо от заложничества освободить, понимаете? Потому что иначе никто не выскажет свое мнение. И получится, что только вот это нацифицированное меньшинство опять продиктовало свою волю. Ну а это значит, мы зайдем на новый круг, ничего хорошего не будет. Так а новый круг, он просматривается или нет? Вот смотрите, абсолютная непримиримость не рождает каких-то уступок. Вот это вот мы это стали, вот если проанализировать, опять-таки, да, тут постмодерн, вот эти последние события, да, последних дней, да, постмодерн, да, вот это вот все как бы не быть, оказаться. Только все как бы рты пооткрывали, что какая-то пустопорожняя там пресс-конференция в Мар-а-Лаго, тут такие события, тут вот, понимаете? Зеленский же получил как бы такой бумеранг ровно того, что делал сам. И вот этот бумеранг, который там, понятно, там увернется он от него или ударит по нему больно. В общем, это уже как бы событие будущего. Хоть и все-таки Рождество у нас 7 числа, да, это рождественские или крещенские гадания, которые 19-го, а не 6-го, да. То есть, как бы не по этому новоделу, да. Тут же понимаете, в чем дело? Тут возникает же такой момент. Мы вот не будем гадать, а будем просто как бы анализировать ситуацию. Вот Зеленский, он же как бы уперся, да? И к чему это привело? К обратному эффекту, да? То есть сейчас, получается, может упереться Россия. Но она как бы уперлась в плане продолжения войны, но дипломатически нет. А дипломатически, как бы, тоже уперлась 24 числа по условиям, да, но тем не менее, мы готовы, мы будем, там, давайте говорить, и Зеленский тоже начал играть в эту игру. Но, по сути, ВОЗ и ныне там. Что может быть прорывом переговорным? Что может быть реальным, скажем так, толчком
к тому, что все изменится. Многие люди, и у меня на канале тоже, они говорят о том, что вот украинцы должны там что-то понять. Ну и как бы вешают на украинцев там с три короба. Я всем таким отвечаю, что украинцы все понимают. Сделать ничего не могут. Ну вот все понимают. Там все говорят, вот ТЦК, вот это самое, там вот Гордон встретился с этим, с Лубенцом. Они там немножко как бы поморосили на мобилизацию. Ну, Лубенец приводит цифры, говорит, там, нарушений прав человека 18 за прошлый год, за позапрошлый еще там, ну, короче, больше. То есть на уменьшение идет. И все так это едят, эту статистику, хрумтят ей. Понимаете, и такие все как бы, и Ну а как, если ты лапша, будешь не согласен, то тебе палкой по башке, поэтому чего тут. ну, и лапша на ушей свисает, свисает, понимаете, низко до колен. Ведь, ну, все же видят, что происходит. И все понимают, что вот эти призывы, интервью программные, вот есть же человек, который, он и отвечает за нее. Отвечал, потому что руководил сухопутными войсками, и отвечает, потому что сейчас главком Сырский. Он говорит, 800 тысяч, это не означает, что мобилизации не будет. Вот мы там оклады подымем. А вот сейчас Свириденко в каждом селе по ТЦК, ну, по своему полномочному ТЦК, не просто пунктику, как это, фельдшерский пункт, а не больница, а там будут полноценные ТЦК. То есть это уже инфраструктура, это уже рельсы, которые... И много новостей подобного плана, вы тоже видите, обращайте внимание, что все воевать, все воевать. Но надо же как-то вырываться из этого порочного круга в плане мира. А как это сделать? Ну, сейчас только вот этот наш брат, политический комментатор, да, он только говорит, что черный лебедь. Но ты даже уже не понимаешь, каким он может быть, ввиду того, как идет игра. Ну, там, между Россия, Америка, Украина, там, Лондон. Ну, смотрите, все факты, которые вы перечислили, еще огромное количество дополнительных, говорят о том, что действующая правящая элита, это не только дело в Зеленском, вот, и военная, они продолжают инвестировать и вкладывать в биореактор. Для чего им ТЦК в больших селах? Ну, для того, чтобы биореактор работал. Это первое. То есть, поэтому разговоры, которые они ведут, надо к ним по поводу мирных переговоров, еще чего-то, это все пафос. А пафос нужно сразу отсекать. Да? Просто люди, сложно, у нас много эмоций подмешивается к информации, оно все внутри смешивается, так и происходит, собственно, самооблучение на когнитивной войне. Поэтому факты говорят о том, что те, кто при власти в Киеве, делали ставку на продолжение войны. Теперь, если говорить про маркеры того, что позиция может быть измениться в сторону, что мы хотим договариваться. То есть, какие могут быть маркеры на уровне фактов. Тоже мы это установили в этом году. Важно зафиксировать, подвести черту. Это действия, направленные на то, что вызывает острое раздражение, неприятие со стороны оппонента. А это же очень просто. Это вопрос языка, веры, общего исторического прошлого и гарантии уважения к жителям, которые разделяют эти ценности. Да? Поэтому, если бы мы видели подвижки в деле, ну вот смотрите, Минск продемонстрировал то, что он хочет какие-то вести переговоры с Вашингтоном, с помощью какого действия отпустили ряд политзаключенных. Хотя с точки зрения такой прагматичной политики, это вообще странно, потому что все они граждане Белоруссии. Вот. С чего их выдавать Ой, и американцам? продолжает Лукашенко отпускать. Еще и под Новый год 20 человек Да, то выпустил. есть с точки зрения права национального, это бред, да, отдавать кому-то своих граждан. Но с точки зрения реальной политики, это понятно, да, для чего это происходит. Это происходит какая-то определенная расторговка, но другой вопрос, что это не, вернее, скажем так, это провоцирует дальше наших сограждан превращаться в, агентов влияния Запада, потому что видят, что Запад своих вытягивает. Да? Потому что вот наши не очень вытягивают. Да? Но другой вопрос, есть ли такие возможности. Ну, из числа других. В частности, вот в Казахстане сейчас осудили, с моей точки зрения, очень несправедливо
Аслана Толегенова, есть такой блогер, северный казах, да, его вот прямо так в лучших украинских традициях упаковали. Вот. Ну и там часть наших, так сказать, общественников попыталась обратиться к МИД включить, ну как-то давайте мы впишемся. Вот. Но наши нет, это все, это гражданин Казахстана и не имеет значения, на каких позициях он стоит. Да? И вот в этом смысле реальная политика, вот подлинное союзничество, да, оно будет заключаться в том, когда будут сделаны добровольные жесты. Например, в сфере, я говорю, языка, веры и нашей исторической памяти совместной. Но этого пока нету. Поэтому давайте не испытывать иллюзий. Ставки на 26-й год сделаны на продолжение войны. Но я не исключаю какой-нибудь тактической паузы, вот, связанной, например, с исчезновением. Ну, часто бывает, что правители не возвращаются. Вот они где-то находятся, а потом не вернулись. А потом в Ростове находятся. А потом бац, и в Ростове оказываются. То есть это же, вот в связи с этим возможна тактическая пауза. Но на что надеюсь лично я, да? Лично я надеюсь на то, что власти наши вернутся к практике проведения спецопераций, как это учили нас в советской античности. Наши самые успешные, я считаю, что в Афганистане была успешнейшая спецоперация. Вот. И в других странах, в Чехии, например, как были в Праге подавлены восстания, фактически бескровно. То есть, понятно, что пропаганду сейчас развернули, но посмотрите, как эффективно действовали. Настоящие спецоперации, как я говорю, наши античные предки нам завещали, начинаются всегда с ликвидации высшего политического руководства. Это, кстати, Судоплатов подтверждает свой разговор со Сталиным, когда его отправляли на ликвидацию Семен Коновальца. Сергеевич, я, смотрите, с большим уважением, конечно, к вам, но это вызывает определенную, ярость. Ярость. Знаете почему? Ярость. Потому что Почему? война идет 4 года, вот уже скоро, 4, которая названа 3 буквами со стороны Российской Федерации как СВО. И сейчас, когда мы подходим к рубежу 4 года, вы рассказываете нам, как правильно или там ярко, правильно. Я об этом говорю очень давно. Послушайте, люди, украинцы, которые это все пережили, особенно вот я сейчас хочу, и переживают до сих пор, без света сидят, и сидели ранее, и сейчас сидят, которые уже 4 года в этой войне. Они, обычные люди, они так вот на кухне друг другу и говорят: да елки-палки, решите уже сами между собой. Поначалу было больше тех, которые говорят, там, договаривайтесь. Другие, почему работает вот эта вот вся хрень, когда выходит и в светлый праздник Рождества, например, Зеленский говорит «шоп він сканав», да, и все такие, почему это вообще как шутка работает, да? Потому что люди, им достали, вот просто их достали. Они верят в это, то, что Путин в холодильнике, да, 22-23 год же рассказывали, что Путин там двойники, что это все, он умер уже давно, вот это все. Почему? Почему это вообще нажимается, эта кнопка, да, вот у людей? Потому что они уже говорят: да елки-палки, не может же вот этот один человек, или там 2, или 3, или какая-то группка вот это все решать. Горстка людей у руля. И вы, вот понимаете, и причем Россия же не ставила себе задачу там сместить власть, поменять. Это она сейчас только это артикулирует, через 4 года. Понимаете? А люди, сколько убито, сколько одурачено, сколько скитаются по миру, сколько и... Смотрите, и понятное дело, что там своих украинцы будут дураков винить, вот этих зеленых, к которым очень плохое отношение у многих людей и за рубежом, и внутри страны. Теперь, получается, и Россию они будут винить, да елки-палки, сидели, ходили, рядили, понимаете, вот это вот то да сё, 5-10, никаких переговоров, ставили какие-то невыполнимые условия, типа отдайте то, что еще не захватили. Зеленского не трогали, куда ни приезжал он, все,
Ну, то есть обстрелы прекращались, как по мановению волшебной палочки. А тут сейчас вот мы-то рассуждаем, Судоплатова начинаем вспоминать. Ну, это Нет, такой нет, какой-то Александр. дешевый Александр, какой-то смотрите, заход. еще раз. Давайте вы не будете путать официальную государственную позицию и позицию эксперта. Не-не-не, я Я, хочу дела, начиная с дела в начала России. СВО, говорил о том, что России придется переходить в формат спецоперации, как это было в том же Афганистане или в Чехии. Нравится, не нравится, хочется, не хочется. Теперь моя позиция по поводу, когда надо было начинать спецоперацию. Я об этом тоже твержу очень давно, что по-хорошему спецоперацию нужно было начинать либо в 2004 году, когда арестовать первую группу людей, которые устроили госпереворот и открыли путь вот к, ну, вот к узурпации, к самозахвату власти, понимаете? И это могла бы быть спецоперация по типу, как была в Казахстане в 22 году. Вот так вот щелк и очень быстро, понимаете? Первый Майдан. Ну хорошо, вот прошло 10 лет. И вот через 10 лет все привело уже к кровавому государственному перевороту. Поэтому была начата фактически спецоперация, но только в Крыму. И отчасти ну, на Донбассе так приостановлено. Вот, соответственно, то, что не было начато спецоперация в 2014 году, привела к тому, что в 2022 году она вышла еще в большую кровь. Да? Но на чем самооблучился Зеленский, ну не самооблучился, на чем он строит свою легитимность самозахвата власти, я скажу на чем. На эмоциональном всплеске первых 3-4 недель начала СВО, когда граждане Украины массово повалили в военкоматы, то, что я говорил с помощью пропаганды, превратили войну в народную. Если бы жители постукраины повели себя, как, например, жители Чехии, в 1968 году, где большинство просто сидело по домам, ну, часть какая-то в Праге и в маленьких городках протестовала, но все большинство знали, это разборки наших коммунистов, политической элиты, а уж в Москве, в Берлине, ну там же была совместная спецоперация, там не только Советский Союз участвовал, да, и все быстро прошло, всех этих заговорщиков вывезли, кого арестовали, вот. И тогда это было бы мудрое решение. Но УПГ 95-й квартал как мастера пропаганды, а я действительно считаю их мастерами когнитивной войны, манипуляций, ну это действительно профессионалы, медийщики, вот в этом они разбираются. Они спровоцировали, они второй раз развели часть украинского общества. Первый раз в 2019 году, когда они ну, как бы создали иллюзию, что человек без какого бы то ни было опыта управления государственного может, ну, как бы управлять чем-то большим, да? А вторую иллюзию создали вот с тем, что защищайте нас, понимаете? То есть, и все. Ну, и теперь на этой иллюзии они строят свою легитимность самозахвата. Ну, и как теперь из этого выходить? Вы думаете, что у меня внутри нету ну, как бы чувства абсолютной горечи и трагедии из-за того, что происходит? Есть, конечно же. Извините меня. Демилитаризация пост-Украины проходит за счет жизней и жителей, и граждан России. Биореактор работает в оба направления, извините меня. Поэтому ничего хорошего в этом нету. И, конечно же, спецоперация в начале 14, ну, в 2014 году, она, ну, вот как Крым, вы же видите, там же никто стрелять не хотел. Вспомните 2014 год. Никто не хотел стрелять. То есть их можно было, в общем-то, если там арестовать. А в 2004 году даже оружия не было, в принципе, у людей. Только у, ну, как бы отдельные личности там были определенные, ну как, были политические убийства. Мы говорили Кушнарева, Кирпы, Кравченко. Но массово еще этого не было. Поэтому это как гангрена, понимаете, Александр? Это, смотрите, я на все, я не зря сегодня про Советский Союз, для меня это общее, ну, тело общества, да, все постсоветское пространство. И в одном, так сказать, из органов нашего вот как общее тело развивается гангрена. Она развивается не только на пост Украины. Мы Молдавию постоянно вспоминаем.
В Армении разворачивается жесточайшая тоже гангрена, которая, смотрите, уже до пары войн привела, да, и там все еще тоже далеко не завершилось. Ну и как с любой гангреной, как особым заболеванием, да, если ты слишком далеко ее довел, ну вот прямо она дошла до чего-то, то она может отравить весь организм. И как часто говорят, что при гангрене там необходима там, ампутация каких-то уже отмерших тканей. Я специально взял эту метафору, потому что национализм, нацизм и вот любые формы создания сверхлюдей и как бы ну, не людей, уберменьшев и унтерменьшев, оно приводит к войне, понимаете? Это было всегда, это было везде. До этого дошла межвоенная Польша со своей пилсудщиной, до этого дошла Румыния, там же румыны тоже жителей ну, там, староверов много, они как между войной, когда захватили Бессарабию с Молдавией, они их называли румынами, забывшими родной румынский язык, понимаете? Русских, там, некрасовцев, староверов где-нибудь с Дуная тоже в румыны записывали. И поэтому им потом очень жестко вернулось. Посмотрите история там венгерского меньшинства, в том числе в Румынии. То есть вот эти вот разборки Восточной Европы, основанные на национализме, это вечная проблема. Причем это вечная проблема. Мы не зря цитируем Ивана Франко. Ну вот я когда готовлюсь, да, потому что он из тех краев, где националистов специально между собой ну, стравливали. На этом была политика в том числе Вены построена, что она польских националистов с украинскими и между собой стравливает, а вместе они должны ненавидеть москалей. Но тут же вопрос в личной позиции. И я тогда у нас раз беседа итоговая, я хочу тоже вот Ивана Франко процитировать. Нам можно выйти из этого кризиса только если мы будем помнить, где наш общий фундамент. Две четверостишия. Ты, брате, любишь Русь. Я ж не люблю Сарака. Ти, брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз-раз, аби вона не спала. И вот с моей точки зрения, люди нашего ремесла, нашей профессии, единственное, что могут делать в текущей ситуации, это чтобы люди не спали. Ну, то есть, вот, чтобы понимали, что если эта война на постукраине не будет общими усилиями завершена, а я убежден, что решить ее можно только тогда, когда сформируется консолидированная позиция всех стран, находящихся вокруг Украины. То есть консолидированная позиция России, Беларуси, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии. Ну, еще отчасти и Турции, как по морю граничащей. Но, судя по всему, ставка сделана на то, чтобы пост Украину и то, что от нее останется, у нее точно не будет, ну, моря, выхода в море тоже точно не будет, поэтому Турция не будет уже как бы того обрубка, который останется. Ну а в целом, если говорить исторически, судя по всему, будет три субъекта на месте пост Украины. Часть войдет в состав Российской Федерации, часть образует республику союзную по типу современной Беларуси, а я надеюсь, даже больше на Приднестровье будет похоже, а часть останется нейтральной. Вот. И самое главное, что в этой нейтральной части не снова не ну, задушить надо вот гидру нацизма и национализма, и чтобы потом она заново не возродилась. Потому что была иллюзия, что Украина новая, она страна нейтральная. А оказалось, что она все это время шла по своему пути. У нас Новый год скоро, да? Ну так это ведь все за 26-й не произойдет. Нам Туск, конечно, по поводу Польши говорит, что американцы готовы войска свои вводить, ну, чтобы следить за порядком. А Зеленский тоже последние дни говорил об этой, ну, как мы называем ее, интервенции. Понимаете? 26-го чего вы ждете? Александр, я в одной из наших первых тоже бесед говорил, я исхожу из того, что этот конфликт до середины века, плюс-минус до 2050 года. Ну, нравится это кому-то, не нравится, но это моя позиция, у нее есть фундамент, он в моих книжках наиболее рационально и
емко сформулировал, почему это так будет. Поэтому я считаю, что те жители, которые находятся на территории проведения СВО, почему у нас и называется СВО? Потому что она и ведется ограниченными силами, да? Они должны уезжать с территории произведения СВО. Это как по принципу, вот, что такое СВО? Это как полицейская операция, ну, где-нибудь в квартале городском, да? Ну, вот где-то взяли заложников, и полиция же проводит во всем квартале, не только в этом конкретном доме, правильно? Но как должны поступить жители всех домов в квартале, который оцепили полиция, да, и где проходит спецоперация? Они должны покинуть на время проведения спецоперации. Не уехать в эмиграцию, да, все с концами я уехал. Нет, на время проведения спецоперации нужно уехать для того, чтобы не мешать тем, кто проводит спецоперацию. Я, еще раз повторю, говорю с позиции, конечно же, гражданина России, жителя и Краснодара. Вот у меня сегодня, знаете, сколько? Раз 15 пришло СМС, опасность беспилотная, да, ну и отмена. То есть это вот, я это чувствую вот прям в течение дня сегодня, да. И поэтому, поверьте мне, в России нет ненависти к обществу постукраины. Нет. Есть презрение к кровожадным кликушам. Есть ну, такое снисходительное отношение, ну, отчасти тоже с презрением людям, которые тронулись на этом фоне, особенно из числа родственников, да, которые много слали всяких гадостей в самом начале, смерти желала. Но в целом, ну вот обратите внимание, у нас, ну, памятники никто даже не думал, там, улицы переименовывать, еще что такое делать. У нас нет ненависти к обществу постукраины, у нас есть глубокое чувство сожаления и сострадания по отношению к нашим людям, которые находятся там в заложниках, да, и есть, в общем-то, нейтральное отношение по отношению к тем, кто не замазан вот в этих вот преступлениях, да, которые нарастали как снежный ком. То есть, кто как следил за своей хлеборезкой, да, кто что нес вообще за все это время, кто потерял человеческое достоинство и право вообще называть себя человеком, да, а кто превратился в упыря, который желает смерти. Ну, я что же мы это установили, у нас тоже часть общества значительно упоролась, потому что режь русню, ответ вызвал режь хохлов, да, и вот мы, как люди с позиции доброй воли, которые, ну вот, я наши беседы считаю тоже элементом некой рационализации и апеллирования к людям доброй воли, должны это останавливать, как минимум в своем окружении. Потому что ненависть плодит только большую ненависть. А единственное, что можно этому противопоставить, это деятельную позицию. Да? Деятельная позиция заключается в том, чтобы зло называть злом, истину истиной и не самооблучаться пропагандой, которую уже научилась проникать на уровень, ну, глубинный. Потому что большинство людей современных, к сожалению, у них до такой степени перегружен мозг информацией, это уже факт. Ну вот исследований огромное количество о том, что рилсы приводят к отуплению, о том, что человек не способен вообще осмыслить весь информационный поток, который у него пришел за день. У человека даже не запоминаются новости, они проходят вот так вот сквозной. И все, и человек в такой состоянии манипулируемый. И поэтому задача лома, блогера, спикера, еще общественного деятеля бороться за чистоту понимания, чего я всем и желаю в 2026 году, потому что надо готовиться, зима будет долгой, и эта гражданская война очень долго заквашивалась, и как бы, ну, ну, нет другого способа. Не главное самого себя не обманывать, понимаете, и не самооблучаться пропагандой. Тогда все пойдет быстрее. Но готовиться нужно к длинной, ну, короче, это длинная дорога. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. С наступающим. С наступающим, всем всего наилучшего, держитесь и, главное, своих держите рядом, потому что слишком много вокруг врагов, кликуш кровожадных и просто людоедов. С наступающим. Да и чужих, да. И чужих, да.
Чужие здесь не ходят, да. Спасибо большое, что вы были с нами, дорогие друзья. Весь этот 25-й год. Присоединяйтесь к нам и к нашим встречам с Семеном Ураловым уже в 26-м году. Добра и света. Увидимся.